Чему нужно учить ребенка сейчас для того, чтобы он освоил профессию будущего? Я думаю, что мы можем начать разговор с того, чему учить не стоит сейчас, и что очень вряд ли будет в профессиях будущего. Это то, что называют хард-скиллами, да? То есть это некие твердые навыки, которые основаны на понятных шаблонах, алгоритмах и прочее. Например, если вы обучаетесь бухгалтерии, это какой-нибудь там план счетов, да? То есть что-то понятное, твердое. Я когда провожу границу между хардскиллами и софтскиллами, я говорю о том, что хардскиллы – это та область, которая всегда имеет одно верное решение. Например, в бухгалтерском деле. Если есть вопрос, там, не знаю, на какой счет относить такие-то расходы, всегда есть один правильный ответ. На такой-то счет. Все, тогда это hard skill. Это то, что очень легко поддается описанию, то есть легко описать алгоритмы работы. Соответственно, это легко передать искусственному интеллекту. Уже сейчас и с каждым годом больше, больше и больше. Это hard skills. Другая область – это софт-скиллы, мягкие навыки. Сейчас говорят еще о мета-скиллах, да, мета-навыках. Для меня это, я так в одну область все это отношу. Это для меня та область, задачи в которой имеют 2 и больше правильных решений. И вот здесь уже совершенно другая история. Здесь уже сложнее заменять это искусственным интеллектом. Это больше остается территория людей, это территория творчества, да? То есть творчество – это всегда множество правильных вариантов решения задачи. И вот здесь важно делать акцент для того, чтобы подготовить ребенка к профессиям будущего. И здесь мы видим абсолютно новые подходы к образованию, которые есть в мире. Это совершенно другая система. Если хард-скиллы, это обучение какое? Кто-то пришел и рассказал, как правильно делать. Человек, ученик, студент взял эту модель, запомнил и начал по ней работать. Софт-скиллы или мета-навыки – совершенно другая история. Здесь невозможно научить. Здесь можно создать такую среду, такие условия, когда человек сам найдет свой уникальный путь решения той задачи, над которой он работает. И это принцип, по которому будет построен весь образовательный процесс в будущем. То есть сейчас это уже активно на Западе развивается. Мы у себя в компании тоже таким подходом пользуемся, потому что психология и вот околопсихологические профессии – это абсолютный софт, и там не может быть никаких твердых алгоритмов. Возвращаясь к вопросу про детей, выделяют сейчас основных 5 метакомпетенций, на которые стоит обращать внимание в воспитании детей и развивать это у детей. Первое – это эмпатия. Второе – это рефлексия. То есть это я учусь думать, как я думаю, да? Думать о том, как я думаю, как я принимаю решения, то есть такой вид сверху. Следующий метанавык – это креативность. Четвертый – это управление вниманием. Вот это супер важно, потому что мы все максимально расфокусированы сейчас. И пятый метанавык – это умение адаптироваться и преображать внешнюю среду под себя. Вот 5 метанавыков, на которые стоит обратить внимание. И опять же, мы понимаем, я думаю, что кто сейчас слушает, вы понимаете, что этому невозможно научить в традиционном смысле слова. Да? То есть для того, чтобы ребенок или взрослый человек прокачал, скажем, эти навыки, нужны абсолютно другие образовательные подходы. Вот. И это, кстати, то, с чем мы сейчас плотно работаем в команде. Мы планируем такую отдельную программу по новым образовательным технологиям. Вот, как будем готовы, анонсируем сразу. Но это как раз будет программа, направленная на создание и передачу технологий, которые мы уже сейчас используем у себя и которые помогают людям развивать в себе софт-скиллы, или такого рода метанавыки.